Всем привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре очередной лазерно-светодиодный проектор от небезызвестной фирмы S-Shiny. Видите, здесь указаны буквально все их координаты, так что можно хоть позвонить, хоть написать. Итак, маркировочка нашего проектора X64RG. Значит, 64 количества узоров. R это у нас и G. Это два лазера, красный и зеленый. R Red, G Green. А X, видимо, светодиод. Точно не знаю, не уверен, но как-то так. Вскрываем, смотрим, что нам приехало. Видите, все переложено вспененным полиэтиленом. Есть какая-то макулатурка. Что у нас здесь указано? Указано, где, чего и как. Управление, пульт. Габаритные размеры и еще кое-какая-то информация. В принципе, инструкция ни о чем. Вот так у нас все это дело упаковано. Давайте сейчас смотреть. Итак, есть у нас примерно метр кабеля питания. Питается наш лазерный проектор при помощи простой телефонной зарядки от 5 вольт. Итак, у нас USB-A на micro-USB. Почему до сих пор не перешли на Type-C, непонятно. Но да ладно. Есть пульт управления дистанционный, работающий на ИК-лучах. И я уже вижу, что у нас пультик сразу оснащен батарейкой. То есть, смотрите, в каждом почти обзоре я это упоминаю. Если у нас изолятор установлен в батарейный отсек, его так трудновато вытянуть, 100% там есть батарейка. Достаем, проверяем. Открываем наш отсек и видим, что там у нас установлена батарейка. Значит, маркировка батарейки CR2025. Также сюда может подойти батарейка CR2032. Закрываем и проверяем на работоспособность. Видите? Вот таким образом на камеру можно проверить работоспособность буквально любого инфракрасного пульта. Будь то телевизор, там, не знаю, видеомагнитофон, еще какая-то у вас там другая бытовая техника. Имеется набор крепления к стене и вот такая вот нога на такой тарелке к самому проектору. Ну и, конечно же, сам наш виновник торжества проектор. Вот так он выглядит, собран полностью в пластиковом корпусе. Вот в этом районе у нас установлен кулер, маленький кулер. Имеются, как мы видим, дренажные отверстия для вентиляции. С этой стороны у нас чуть их больше. Поэтому продуваемость, я считаю, отличная. Ну и, соответственно, охлаждение. Там что-то у нас телепается. А телепается у нас не что иное, как у нас, видите, справа, вернее слева нет стеклышка на лазере. Там это стеклышко, видимо, и телепается. Ладно, будет время, я его приклею. На данной панельке мы имеем вход питания, micro-USB 5 вольт. Имеется кнопочка переключения режимов. Имеется встроенный микрофон, что нам говорит о том, что наш проектор может работать в такт музыки. Имеется ИК-приемник для нашего пульта дистанционного управления. И в принципе как бы все. Ну и вот такой вот форм-фактор. Значит, что у нас здесь есть? Как я уже упомянул, здесь у нас установлены два лазера, красный и зеленый. Ну а здесь у нас установлен многоцветный светодиод. Теперь соберем, поставим его на ногу. Для этого будем использовать наш монтажный наборчик и смотреть, что нам здесь и как приехало. Так, у нас есть вот такая вот тарелочка, которую мы с вами будем крепить не то к потолку, не то к стене. Ну, не то просто поставить можно на пол. Вот такой вот монтажный наборчик. 3 дюбеля гвоздика с саморезиками. Ключик шестигранник. Гаечка для того, чтобы законтрить на тарелке ножку. Так, и болт с гайкой для крепления самой ноги к нашему проектору. Так, итак, вставляем в прорезь. Здесь у нас есть выемка под шестигранник, то есть не под шестигранник, а под нашу гаечку. Гаечку кладем в эту выемку и пытаемся вставить болт. Ага, болт у нас не вставляется. Наше отверстие не соответствует резьбе. Диаметр, поэтому придется нам вкручивать. Довольно плотно заходит в пластик.
нажимаем таким образом, чтобы нам вот эту ножку было довольно легко порегулировать. Ну и тем самым, чтобы она сама не падала. То есть, чтобы наш сам проектор не падал. Так, нам осталось прикрутить. Здесь вот есть резьба. Прикрутить нашу тарелочку. Да что ж ты будешь делать-то? Резьба-то есть. Попробуй в нее попади. Ты смотри, как все сложно. О! Прикрутили и вот этой вот гаечкой законтрили. Все. Можем установить хоть на стенку. Как-то так. Нет, даже лучше, наверное, вот так на стенку, чтобы у нас был угол регулировки. И можно сделать, конечно же, к потолку. Ну, либо просто поставить вот так вот на стол, либо на пол. И навести на потолок. Вижу, неустойчиво стоит. Сейчас посмотрим, в чем дело. А дело у нас в том, что у нас, видите, центральный вот этот вот болт выпирает примерно на миллиметр. Поэтому рекомендую подложить сюда вот какую-то шайбочку толщиной миллиметр. И тогда не будет этого вот качелек этих. Так, все, хорош. Давайте включать и смотреть. Да, кабель примерно длина метр, как я и сказал. Включаем в обыкновенную телефонную зарядку в розетку. Ну, а микро-USB, соответственно, к нашему прибору. И у нас сразу, видите, загорается. Все работает. Так, что у нас по управлению? Есть у нас красная кнопочка включения-выключения. Проверяем. Выключаем, не работает. Включаем, работает. Далее, зеленая кнопка автоматический режим. Давайте смотреть. Вот нам картинка мигнула, сказала, что я тебя понял, и переключился в автомат. В автомате у нас работает как светодиод, так и лазер одновременно по своей какой-то там программе изменения вот всех этих картинок. Картинки изменяются при помощи такого прозрачного диска, на который нанесены узоры, и этот диск вращается двигателем. То же самое, в принципе, касаемо и данной туманности. Только здесь на лазерах, я так помню, это у нас на какой-то такой пленочке узор нанесен, а уже на светодиоде на оргстекле. Такой кружок с оргстекла. Так, далее у нас имеется синяя клавиша. Это музыкальный режим. Смотрим. Раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два. Вот так работает наш музыкальный режим. Давайте проверим, есть ли тут еще какой-то музыкальный режим. Раз, два, три, четыре, пять. Нет, только один музыкальный режим. Черная кнопка у нас play, пауза. То есть переводим в автомат, чтобы мы видели. Все у нас вращается. Сейчас нажимаем черную кнопочку, ставим на паузу. Картинка у нас замерла. Только могут переключаться сами узорчики. Запускаем обратно, нажимаем данную кнопочку. Поехали узоры опять. Так, далее кнопочки. Цветность лазера и светодиода. Давайте цветность лазера. Только красный. Только зеленый. И оба вместе. Цветность светодиода. Только красный. Только зеленый. И... еще здесь есть и синий. Я забыл. И теперь все вместе. Далее по кнопкам управления Flash Frequency, то есть режим мигания, лазер и светодиод. Давайте изменяем. Вот так он мигает. Давайте увеличим, наверное, частоту. Попробуем. Видите, стал быстрее. И самый медленный режим. И теперь давайте изменяем вот этой вот клавишей частоту мигания светодиода. Вот долго. Быстрее. Еще быстрее. Так, и добавим лазера. Ну и вот такая вот у нас получается новогоднее мигание. Новогодняя елка, я хотел сказать. Так, далее. Rotation Speed, значит, скорость вращения. Давайте добавляем.
Эта кнопка уже, наверное, работает, да, и на лазер, и на светодиод. Теперь увеличим. Видите, стало больше вращения, еще больше. Так, далее. Step Speed. Это у нас скорость шагов. Давайте на минус. Включим, наверное, авторежим, потому что с этими мигалками мы ничего не увидим. Так, шаги на минус. И вот смотрите, как медленно, видите, по чуть-чуть идет продвижение наших картинок. Еще медленней. Теперь увеличиваем. И поехали они, видите, быстрее перемещаться. Микрофон Sensitivity — это у нас чувствительность микрофона. Проверять, наверное, я не буду, так как смысла в этом нет. Добавим чувствительности. Раз, 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 раз. Нет, ничего не добавляется, но под голос, вы видите, все дело у нас отлично работает. Так, все, сейчас по обычаю иду в комнату, подключаю все это дело на потолок и посмотрим, наверное, автоматический режим и режим работы под музыку. Все как обычно. Я думаю, все это дело будет понятно по этим двум режимам. Поехали. Итак, сейчас я включу авторежим. Как мы видим, в центре у нас доминирует красный узор, один-единственный, ну и дополняет его разного рода вот эти вот зеленые узоры. Сейчас у меня все стоит на паузе. Итак, поехали, авторежим. Очень красивая туманность. Конечно же, глазу это намного приятнее, сочнее, там, красочнее, чем все это дело, конечно же, видно вам в данном видео и снято на камеру. Множество различных узоров, как вы видите, зеленых, вот этих вот дымка разноцветная, или туманность, как я люблю называть, космическая. Ну, красиво, красиво. Так, ну что, давайте, чтобы видео не тянуть, сразу включаем музыкальный режим. Сейчас я переключу на музыкальный режим и послушаем и посмотрим все это дело под музыку. Поехали! Ты заходи, если что.